привет! С вами снова Юля, канал Ауникири. Сегодня я покажу заказ, который доделала, готовые работы, новинки, а также небольшие покупки. Доделала вот этих малышей. В прошлом видео я показывала вам заготовки на них. Мне оставалось приклеить глазки и оформить декором. К этому видео я уже их доделала и буду сейчас показывать всех карапузиков, щекастиков. Этому добавила 3 цветочка, как будто букетик или что-то подобное. Вот такая девочка с большим бантиком. Бантик был такой большой, что я решила его прикрепить именно по центру. И это именно те 3 варианта будут, которые лысенькие. У меня 2 девочки, как не лысенькие, а без чубчика. Вот, потому сюда хорошо подходил бантик. И этот чубчик не мешал. И также добавила я тоже цветочек розовый. Вот такой щекастик. 3 таких с ромашкой и с божьей коровкой. Такой вариант подойдет и девочке, и мальчику, так как тут уже покупатель и обладатель игрушки сам решает, кто это для него, мальчик или девочка. Цыпленок мальчик или девочка. Вот такой малыш с коричневым бантиком. Еще одна девочка с голубым бантиком и цветочком голубым. И вот такой последний. Этот без чубчика, без вот этого хохолка. И с более тонким вот таким бантиком. Подумала, что еще чего-то не хватает, и еще сердечко прикрепила. Мне показалось, так смотрится интересней. И все, вот такие 10 цыплят. Вяжу их по бесплатному мастер-классу. Это иностранный мастер-класс, но перевод на этот мастер-класс можно найти у Даши с канала «Все вязаное» ВКонтакте. Ищите у нее. Это, кстати, мастер-класс на пингвинчика, но из него вяжут и цыплят, и утят. Еще я видела, у Даши в закрытом телеграме появился гусенок по этой схеме. То есть у него там прям клювик вывязывается. Тоже очень прикольная идея. Дальше связала вот таких белочек. 50 штук, как и заказывали. На стол у меня поместилось 49, и вот одна у меня в руках. Такие лопатульки с таким хвостиком. Они связаны по платному мастер-классу от Татьяны, мастерская Алекста. Глазки я ставлю им 10 мм, носик 5 мм. Вяжу их из пряжи Dolce и Woolens Bunny Baby, аналог такого цвета. А также лапки вывязываю таким темно-коричневым цветом и с более тонкой пряжи, чтобы они смотрелись аккуратней. И также добавляю им вот такие кисточки из акриловой пряжи, потом отрезаю их нужной длины и расчесываю. И вот такая она получается более реалистичная, наверное, белочка. Хоть я и не уверена, я не так много белочек увидела в своей жизни. У нас в парке, как ни странно, но я не видела ни одну белочку. Не знаю, где они все прячутся. Может, там слишком много детей, и они от них прячутся. Ну, а так вяжется легко. Единственное, вот ушки, с ушками, с этими кисточками чуть-чуть придется повозиться. И также потом после окончания вязания нужно еще подшить ушки и хвостик. Такие сидячие лопатульки получаются. Это пампушки. Серия пампушки. Да, осталось мне еще к ним прикрепить железные брелки, крепления для брелка.
И все, и буду отправлять. Ростом они у меня получаются около 8,5 сантиметров. Где-то так. 8-8,5, смотря как мерять. И все, это все, что я могу о них рассказать. Вот такие заказы у меня однотипные, что особо не разойдешься. А следующие котики связала также по заказу 100 котиков. Это все, которые вместились у меня в кадр, а остальные черные в пакете. Остаток. Вот так вот выглядит черненький. Это котики по бесплатному мастер-классу от Антонины Дегтяревой. И вот уже давно их вяжу под заказ. Предлагала какие-то другие варианты, нет, хотят именно такого котика и никакого другого. Вот, ну, для потокового вязания немного замороченный вариант, так как нужно вывязать ушки. Также по мастер-классу еще мордочка вышивается. А потом Антонина придумала, как эту мордочку вывязывать, потому мордочку мы вывязываем сразу. И мне подсказали, как и ушки можно вывязать сразу. Но тем не менее, вот когда вяжешь трехцветного, легко можно запутаться. И я постоянно пересчитываю количество петель до мордочки, чтобы они были ровно посередине ушек. Чтобы эта мордочка была посередине ушек, чтобы лапки не сбились. Ну, там можно легко запутаться из-за этого вывязывания ушек. Но у меня попросили преимущественно связать их в трехцветном цвете и в черном, то есть в самых сложных цветах. И наконец-таки я их довязала. Глазки ставлю 8 миллиметров, а носик самый маленький 4-5 миллиметров, розовый. Пробовала черным ставить черный носик или другим черный носик, но мне не так нравится, как смотрится, но тоже как вариант. Ну а также нужно еще после того, как связали котика, нужно еще вышить ему усики. Потому мое вязание не так быстро продвигалось. Вот, ну что еще рассказать о них не знаю, вяжу их уже давно. Спасибо Антонине за такой классный мастер-класс. Они нравятся мне, что они как будто вот так вот лежат и распластались на полу, как говорится, лапы в стороны. Раз, два, на 4 стороны света. Да, тут есть несколько вариантов расцветок, как серые, темно-серые, вот, молочных несколько. Да, показываю все расплывчато. Вот молочные пирожочки. Такой темно-серый, как будто вислоухий британец. Вот такой светло-серый. Вот такие в песочном цвете. Одного сделала, нет, двух сделала вот таких вот рыженьких. Некоторых делала вот таких вот трехцветных, но в 3 разных оттенках бежевого. Ну, а черные все просто черные у меня. Вот еще вот такой вот в необычных цветах, в необычной расцветке. И вот такой вот серый. И одного попробовала с вот такой вот пряжи. У меня как меланжевая такая пряжа. И попробовала из нее связать. И получилось так, что вот он серый с вкраплением. Так. Да, фокусироваться нет. Необычная расцветка, но мне показалась пряжа слишком толстой. Потому я только одного такого связала. Вот. Они такие мягенькие. Ростом они у меня получаются около 5,5, наверное, сантиметров. Вот так вот, если мерять. Ну, смотря из какой пряжи. Я в основном вязала их из Воланс
Ну, а также некоторые из розетти. Даже вроде бы у меня их чуть-чуть больше получилось, чем нужно было, так как я вязала сначала одну партию, потом другую, потом уже запуталась, сколько у меня их штук получается, а пересчитывать это тоже надо время. Я думаю, пока вяжется, я буду их вязать. Ничего страшного, больше это не меньше. Потом как-то я запуталась, вроде бы у меня не хватало одного, я довязала, а потом смотрю, у меня, оказывается, еще был пакет. И в итоге вроде как я их больше связала. Но надо на всякий случай, я все равно еще несколько раз буду пересчитывать. Я постоянно по несколько раз пересчитываю, чтобы не ошибиться. Хоть все равно может сработать человеческий фактор, никто от этого не застрахован. Ссылку на мастер-класс я оставлю в закрепленном комментарии. Всем привет! Подключилась, чтобы показать процесс вязания зайчиков, которых вяжу на данный момент. Это зайчики по мастер-классу от Владлены, плюшики Милард. И я вязала их в марафоне. И меня попросили повторить еще 4 таких зайчиков. И я решила связать их в таких цветах. То есть 2 у меня будет в молочном цвете, 1 в новом цвете Woolens Bunny Baby, 80 номер, если я не ошибаюсь, и 4 в темно-сером цвете. Все, и я сначала связала запчасти, можно так сказать, а дальше уже буду и подбирать всем цвет тела и дальнейшие аксессуары, которые будут у этих зайчиков. Этот мастер-класс мне нравится тем, что практически все ввязывается, только ушки пришиваются. Ну все, буду вязать до следующего подключения. Это внеплановое подключение. Все-таки хочу воспользоваться ситуацией и воспользоваться тем, что меня много людей смотрят, и попросить вас совета. Возможно, кто-то сталкивался с такой ситуацией, или у кого-то кто-то слышал о такой ситуации у других людей, и, возможно, кто-то сможет что-то посоветовать. У нас есть кот, ему 13 лет, порода шотландский вислоухий. И вот мы столкнулись с проблемой зубок. У него начали портиться зубки, болеть, воспаляться. Также воспалены десна, то есть это пародонтоз. И, как я понимаю, у него слишком чувствительные зубки. Возможно, какой-то зуб больной, или даже их несколько. И кот при попытке покушать, именно не во время еды, а после, начинает мотылять головой, как будто ему там что-то мешает, или он пытается как-то очистить свой рот. После еды и после питья у него начинаются вот такие действия. И поискав в интернете, я поняла, что это проблемы с зубками. Мы посетили уже 4 ветеринаров, и последние 2 ветеринара просто меня максимально напугали, что все обречено, что кот не выживет после операции, и что очень рискованно делать операцию, а без наркоза никто, конечно же, операцию делать не будет. И это из-за того, что у него уже такой возраст, ему 13 лет. А также около 7 лет назад у него был сердечный приступ. И вообще эта порода склонна к... они слабенькие. Вот, и как временное решение проблемы нам назначили курс антибиотиков на 2 недели. Антибиотики давали 2 раза в день. А также обезболивающие на 5 дней и мазать мазью Дентисепт. Вот, мы закончили этот курс лечения, вроде бы все пошло на спад. После этого курса я еще неделю давала пробиотик, но за это время воспаление, я посмотрела, чуть-чуть спало, и он, возможно, меньше начал реагировать на еду и питье воды, но все равно продолжал, эта чувствительность оставалась, и он продолжал мотылять головой. И вот мне нужно было сделать перерыв, хотя бы 2 недели после принятия этих таблеток и мази,
Сейчас я заново начала мазать мазью десна, но получается слишком мало времени прошло, и я не могу опять его пичкать антибиотиками. А я смотрю, зубки начинают снова воспаляться, и десна, и он уже не всю еду ест, а перебирает и меньше пьет воды. Когда мы были у последнего ветеринара, он также подтвердил наличие камня на зубах. Я спрашивала его, что делать в этой ситуации, если, допустим, лечение не поможет. Он сказал, что это временное решение, но тянуть до последнего, и только если будет совсем отказываться от еды и не будет кушать, то уже тогда делать операцию. И так как у него там не один зубик, как я понимаю, больной, а несколько, то нужно делать наркоз именно сильный. И хочу у вас спросить, возможно, вы сталкивались с такой ситуацией, возможно, есть какое-то лекарство, которое более эффективно будет действовать, или вы можете дать какие-то советы по этому поводу. Буду очень благодарна за ваши ответы, потому что я уже не знаю, что делать. Связала вот таких вот очаровашек буколь белых по мастер-классу от Екатерины Карамановой Ами Лав. Такие они лопатульки получаются. Уже не первый раз их вяжу. И всегда они получаются очень милыми и такими тискабельными. Вот, ростом выходит около 10,5-11 сантиметров. Люблю вязать их именно из пряжи Alize Softy Plus, чтобы они были вот такими вот пушистенькими. Ну, а также они по размеру не такие слишком большие получаются, так как если вязать из обычной плюшевой пряжи, то они у меня больше получаются. А мне вот такой размер кажется идеальным. И связала две таких красотки перепуганных. Глазки ставлю им 14 миллиметров. Вот полусферы. Такие глазки я покупала просто прозрачными, но вырезала сама вот эту вот подложку для глазика. Покупала фоамиран и вырезала для всех глазок. По мастер-классу у Екатерины вот эти вот пушистые части, они у нее белым цветом, а я решила их вышить ниткой такой не белой, а чуть-чуть с сероватым оттенком, так как тут есть серые вот такие перышки, серый носик, и это уместно смотрится. А также вот этот вот воротничок пухнастый. Я его не вывязываю, как по мастер-классу, а сразу на готовой игрушке вышиваю, чтобы он был, ну, чтобы было легче мне утяжку делать, мордочки, и чтобы он был не таким прям сильно широким. Вот. Такие две подружки. Дальше захотелось мне связать маленький гамбургер. Но все схемы, которые я находила, были или не на маленький гамбургер, или он вязался из тонкой пряжи, и там не одним полотном все вяжется, а отдельно все запчасти: салат отдельно, котлета, помидор и сыр, а потом это все сшивается. Конечно, смотрится оно лучше, интересней, но так как я вяжу из плюшевой пряжи, мне хотелось именно такой более легкий вариант, но тем не менее, чтобы это все не смотрелось слишком широким. И также вы знаете, что я люблю маленькие брелки. И вот такие вот гамбургеры у меня получились. И решила использовать для салата вот такую вот нитку. Мне кажется, она идеально подходит для этой цели. И вот такие вот гамбургеры получились. Я не знаю, около 10 штук связала их. Все, как вы понимаете, одинаковые. И решила, что вот такой металлический брелок будет смотреться более уместно на таком брелке. Связала вот. Не знаю, сколько там их штук. Но около 10. В общем, я вязала сначала
придумала схему, как она будет выглядеть, как итоговый вариант у меня будет выглядеть, такой, который мне подойдет и по размеру, и по остальному. Ну, а дальше уже по этой схеме всем связала шапочки, потом всем связала помидорки, всем связала сыр. В общем, как по очереди все это было. Так, сейчас я их чуть-чуть подвину. Да, могу измерить, сколько ростом получается. Так, где? Вот, ростом выходит, как ростом, размером. Размером 4,5. Пусть будет 4,5 сантиметра. Вот. Ну, можно его набивать не сильно плотно, так он будет еще более плоским. Вот. И также в компанию к нему захотелось мне связать картошку фри. И вот так она выглядит. Тоже такая же небольшая, как и гамбургеры. Тут я, конечно, пробовала по-разному ее делать. И нашла для себя самый оптимальный вариант. Вот. Не знаю, похоже на картошку фри или нет. Вот, напишите, пожалуйста, в комментариях, похоже или нет. Ну, конечно, это я не самый лучший вариант. Выбрала вот это. Адекватнее всего смотрится. И постаралась вышить еще эту букву М. Хотя лучше было сделать ее, допустим, из фетра, если более аккуратный вариант хочется. И вот такой комплект. Тоже она, эта картошка, очень маленькая, максимально маленькая, которую мне удалось связать. Конечно, ну, просто за счет того, что вот эта картошка, она же должна быть тоже как брусочками и таким размером, то еще мельче я картошку сделать не могла. Потому и сама вот эта вот емкость для картошки, соответственно, получилась вот такой. Ну вот, тоже, смотря как мерять, я не знаю, картошка, она 5 сантиметров пусть будет. Смотрится интересно и как по-молодежному или как это назвать, так как дети, подростки, они все любят гамбургеры, Макдональдс и все такое. А можно даже вот так комплектом купить, будет 2. То и то. И на сумку повесить, или на барсетку, рюкзак, или ключи. Это, кстати, да, вариант даже и для ключей подойдет, так как не такой большой. Вот. Еще хочу показать вот первая картошка фри, как у меня выглядела. Я ее отложила в некондицию, но, возможно, можно ее доделать, и будет она тоже хорошая. И вот посмотрите, какая она в сравнении с этой. То есть намного меньше. Мой итоговый вариант, то есть почти в 2 раза меньше. Потому если вы думаете, что это большая, то изначальный вариант был еще больше. А дальше хочу поделиться своими покупками. Заказала вот такие бантики. Скорее всего, уже все видели такие бантики, но я, когда заказывала, я думала, они будут в 2 раза меньше. Мне хотелось их именно для брелков использовать. Но в итоге они оказались большеваты для того, чего я хотела. Вот. 3,5 сантиметра. Такие бантики. Не знаю, сколько их тут, 50 вроде бы штук. Я хотела поменьше, чтобы использовать их для брелков, как украшение. Но раз уже такие оказались, буду использовать для более больших игрушек. Но также у меня их не было, теперь будут. Все, что показываю, это я заказывала на AliExpress. Также заказала вот такие шнурочки. Их я использую для таких больших брелков или, можно сказать, небольших игрушек, на которые брелки подцепить
Он будет смотреться слишком маленьким, а без чего-либо тоже кажется, что чего-то не хватает. Ну и еще как вариант их не крепить к самой игрушке, а просто предлагать уже покупателям при покупке. И вот такие вот шнурочки. Бывают такие цветные, бывают черные. Я заказала черные. Если кому-то нужна ссылка, пишите, я оставлю. Также заказала глазки. У меня дефицит маленьких кабошонов, то есть 8 и 10 миллиметров глазок у меня нет. Потому я заказала вот такие вот кабошончики. Я знаю, многие используют их там для лягушек и других зверюшек. И я заказала для того, чтобы у меня были. Это 10 миллиметров. Тут вроде бы 50 штук, если не ошибаюсь. И 8 миллиметров заказала. Вот. Качество этих глазок мне очень нравится. Оно всегда на высоте. И также они, можно сказать, универсальные и разноцветные. Можно найти подходящий цвет для любой зверюшки, для любого зверька. И заказала вот такие вот маленькие цветочки. Это получается декор для ногтей. Я думала, конечно, они чуть-чуть побольше будут, но ничего. Хочу их крепить к игрушкам. Ну, как будто, допустим, какой-то брелок такой небольшой. А так как у меня много брелков именно совсем критически маленьких, то и такие маленькие кабошоны им подойдут идеально. Вот, и будет в лапках держать вот такой цветочек. Мне вообще нравится, когда для игрушек в лапки дают сердечко, цветочек. Ну, как чувствуется, как будто эта игрушка выражает любовь. Вот тут разные варианты этих цветков. Вот. И еще вроде бы один, нет, два даже. А вот когда игрушка с цветочком, то, мне кажется, это идеально подходит, допустим, если подарить эту игрушку на какой-то праздник. То есть обычно же на праздник дарят цветы. Ну, конечно, бывает и просто так, но как более праздничный вариант, в моем понимании. Вот. И как будто вот маленькая игрушка дарит тебе цветочек. Маленький такой. Тут в комплекте я не знаю сколько. 30, наверное, или 50 штук. На этом все. Спасибо вам, что провели это время со мной. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и мастер-классы. А я хочу вам пожелать вдохновения на новые идеи, здоровья и мирного неба над головой. До свидания, до следующего видео.